Здравствуйте, мои дорогие! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Сегодня хочу поделиться с вами двумя отличными способами, как я заготавливаю чеснок на зиму. Будем его мариновать и солить. Для начала приготовим маринованный чеснок. Для маринования нужно взять головки молодого чеснока диаметром не более 3 см, проще говоря, самые маленькие. Если будете использовать большие головки, лучше разделить его на зубки, но полностью очищать их не надо, хотя можно мариновать и крупный чеснок, но тогда понадобятся банки большего объема, а я, как правило, готовлю маринованный чеснок в пол-литровых банках. Головки чеснока нужно очистить от верхней кожуры, срезать донце и при необходимости укоротить основание стебля, оставив буквально 1 см, и обязательно хорошо помыть. Раскладываем подготовленный чеснок в чистые пол-литровые банки. И в каждую баночку добавляем по 1 лавровому листику, по 2 бутона гвоздики и по 2 горошины душистого перца. В каждую банку всыпаем по 25 граммов соли и сахара. Соль берите крупную, каменную, иодированную лучше не использовать. Если у вас нет весов, то 25 граммов соли – это большая столовая ложка практически вровень, а сахара – большая столовая ложка с легкой горкой. Соответственно, если вы готовите в литровой банке, то понадобится соли, сахара и специй в 2 раза больше. Подготовленные таким образом баночки заливаем обычной холодной некипяченой водой. Накрываем крышками и оставляем на кухне на 1 сутки. Спустя сутки чеснок хорошо напитался рассолом. Сливаем его в отдельную кастрюлю или ковшик и доводим до кипения. Эту процедуру я оставила за кадром, а тем временем надо прокипятить крышки. Перед тем, как мы зальем закипевший рассол в банки, в каждую пол-литровую баночку необходимо влить или 1/4 чайной ложки уксусной эссенции, или 2 чайные ложки 9% уксуса, что совершенно одинаково по концентрации кислоты. Я заливаю уксус. Итак, 2 чайные ложки в одну банку и 2 чайные ложки в другую. Заливаем чеснок кипящим рассолом и плотно закручиваем крышками. Укутывать банки не надо, оставляем их на кухне до полного остывания, а затем убираем в любое прохладное место – погреб или подвал. Такой чеснок будет готов через 2 месяца. Маринованный чеснок подается к блюдам из мяса, используется в качестве закуски, а также для приготовления салатов. А теперь другой способ заготовки чеснока на зиму. Более простой, но от этого не менее вкусный. Приготовим настоящий соленый чеснок, так как его готовят на Кавказе. Для этого лучше использовать более крупные головки молодого чеснока. Подготавливаем его точно так же, как и в предыдущем случае. Разница лишь в том, что оставлять нужно буквально 1-2 слоя чесночной шелухи, не больше. Для приготовления этого рецепта нам понадобится только соль и холодная вода. Сейчас займемся рассолом. На 1 литр воды берем 2 полные столовые ложки соли. Я подготовила 2 литра воды на 3-литровую банку, поэтому всыпаю 4 ложки соли. Вода холодная, сырая, не кипяченая. Соль обычная каменная. Перемешиваем рассол до тех пор, пока соль полностью растворится. Затем укладываем подготовленный чеснок в тару. У меня 3-литровая банка, но можно использовать банки любого объема. Ориентировочно на 3-литровую банку идет 1,5 килограмма чеснока. Заливаем чеснок рассолом. Закрываем капроновой крышкой и оставляем для брожения на 1-1,5 месяца, в зависимости от величины головок, в любом теплом месте. Это может быть двор, веранда, лоджия, балкон или просто на кухне. Через 1,5 месяца чеснок будет абсолютно готов.
С него нужно полностью слить перебродивший рассол, хорошо промыть головки и снова залить точно таким же рассолом 2 ложки соли на литр воды. Закрыть капроновой крышкой и только тогда убрать в холодное место на хранение, в подвал или погреб. А у кого нет ни того, ни другого, поставьте чеснок в темное место, где он может храниться очень долго даже при комнатной температуре. Используют его так же, как и в первом случае, а еще для ароматизации блюд вместо свежего чеснока. Друзья, я показала вам 2 способа заготовки чеснока на зиму, каждый из которых хорош по-своему. Приготовьте оба варианта, попробуйте и напишите в комментариях, какой из рецептов вам понравился больше. Желаю всем удачных заготовок! Если это видео было вам полезным, не забудьте поставить лайк. Я рада, что вы готовите по моим рецептам и оставляете свои отзывы в комментариях. Если вы впервые на канале Коллекция рецептов, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть плейлист заготовки и консервации. Обязательно посмотрите. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.